День 1690. Алекс на связи. Многие датчики в умном доме выполняют похожие функции. И речь даже идет не просто там о разных производителях датчиков или о разных типах связи с этими датчиками, а вообще о самих типах. То есть, например, есть датчик присутствия или там датчик движения. То есть они, в принципе, и тот, и другой определяют присутствие человека. И в этом случае, конечно, можно там решить, какой все-таки использовать. И один там стоит подороже, другой подешевле, у одного есть свои плюсы, у другого свои плюсы. И, конечно, всегда можно там подумать и выбрать там нужный датчик или там датчик нужного типа. Датчики присутствия, они, конечно, там самые обычно дорогие, там навороченные, и в них там есть возможность определять, что человек... Они тоже бывают разные, бывают и подешевле, которые там исторически довольно древние устройства. Они просто определяют, там человек движется, и, соответственно, они показывают. Если он не движется, то не показывают. Но при этом они могут реагировать и на любые другие виды устройств. Там на какие-нибудь объекты, там на кондиционер, на вентилятор, на двери, на шторы. То есть по-разному бывает. И, конечно, тоже реагировать. А датчик движения... Он, допустим, если это пассивный инфракрасный, во-первых, он работает с батарейки, в отличие от датчика присутствия, и у него потребление очень низкое. Но и также он определяет просто там, именно если человек перемещается, то на него реагирует. Если там какие-то другие объекты, то он на них, конечно, реагировать не будет. Ну, там есть тоже помехи, например, может там реагировать на там, какой-нибудь солнечный свет или там на там, радиатор отопления, но по большому счету они там в основном реагируют, конечно, на человека, но могут также и на, допустим, домашних животных сработать. Поэтому тут надо подбирать конкретно по ситуации. Например, датчик движения он также видит только в пределах там, комнаты, но датчик присутствия он может и через стены смотреть, и его можно, конечно, поставить, допустим, за какие-то препятствия или там за там, потолок закрепить, и тогда он оттуда будет показывать. То есть это тоже удобно, и, конечно, это большая альтернатива. Также, например, есть датчики открытия, которые можно поставить на дверь, они будут реагировать на именно там, открытие двери там, способом, это просто там, гиркон будет размыкаться из-за того, что магнит от него там, отодвинулся или пододвинулся. Но можно поставить также датчик вибрации, который будет, в принципе, тоже реагировать на открытие двери, но уже по-другому. То есть он может, если это, например, там, на окно установить, то датчик открытия будет реагировать только именно на, там, когда створка отходит от рамы, а если датчик вибрации, то он может, например, именно измерять, что там, если окно отклонили, то соответственно, срабатывать. Если там просто открыли, то он может сработать, что открыли, но он не сможет определить, открыто сейчас или нет. То есть это тоже есть разные у них функции немножко, но они очень похожи. И, допустим, датчик вибрации может определить, что еще там, допустим, разбили стекло или там просто ударили там по двери или там по окну. Но датчик открытия так не сможет. Но, например, если их использовать там для целей отслеживания там, открытия тумбочки или шкафчика, то они, в принципе, подойдут, потому что там не так важно, открыта дверь или нет, важно, что само событие произошло, то есть и датчик вибрации может даже в этом случае, в каких случаях будет там более удобен, а в некоторых случаях, например, датчик открытия будет удобен. При измерении, например, там, качества воздуха там, на СО2 тоже можно использовать разные варианты устройств. Можно именно купить датчик, который измеряет только СО2, и он довольно там неплохо работает, и у них есть там разные, конечно, особенности, есть и самодельные, есть и там фирменные. Но есть, там, если подешевле смотреть, то они есть такие универсальные датчики, которые измеряют там,
просто качество воздуха. Там именно CO2 это не основной параметр, и, в общем-то, он может реагировать там на любые разные там газы в воздухе и там, возможно, и на пыль какую-то реагировать, и поэтому тоже здесь есть такая альтернатива, что можно просто именно там купить только CO2 измеряющий, а можно купить, ну, бывают устройства, в которых и разные датчики установлены сразу, там несколько, но либо можно вот делать дешевые датчики, CO2 называется, но там фактически стоит универсальный сенсор, который все подряд измеряет, и, конечно, там о точности речи нет, то есть он может просто показывать там огромное содержание CO2, хотя это на самом деле не так. Есть довольно там интересный еще способ измерения температуры. Во многих устройствах есть встроенный термометр, он там в основном отслеживает именно работу самого устройства, там перегревается оно или нет. В некоторых устройствах делается поправка в связи там, с этим, если они нагрелись достаточно, чтобы они поточнее работали, там делается так, что, соответственно, они эту температуру измеряют. Ее тоже видно в системе умного дома при интеграции. В основном это если там какое-нибудь устройство Zigbee, оно может по интеграции там, через, например, Zigbee to MQTT эту информацию передавать, ее тоже можно использовать. И там есть даже функция калибровки, и можно, в принципе, взять так, чтобы она показывала реальную температуру. Например, у меня есть датчик вибрации, он тоже может отображать текущую температуру. Конечно, она там завышена градусов на 5, но, в принципе, если такую калибровку сделать, там просто по факту понизить, или в системе умного дома уже обрабатывать, уменьшать, то можно не ставить отдельный датчик там, температуры влажности, например, а просто использовать эту информацию с уже установленного датчика. Это удобно, и, конечно, таким образом можно там сэкономить довольно серьезно. Ну, либо можно, конечно, там, просто купить самодельный датчик, но это тоже уже, по сути, датчик температуры и влажности, и, в общем-то, тут уже альтернативы нет. Саму влажность, наверное, по-другому не измерить, то есть только датчик влажности, наверное, может измерить влажность, но бывает тоже устройство, например, там, если какой-то увлажнитель идет, то в нем, в принципе, может быть тоже этот датчик уже встроен, и нет смысла покупать отдельное устройство, измеряющее влажность, можно просто также, если он нормально интегрируется и передает эту информацию, то таким образом измерять. Но всегда можно, конечно, найти другой способ. Например, понятно, что если расходовалась вода, например, в ванной, то можно просто предположить, что там был расход, и, например, по датчику, по счетчику воды определить, сколько был расход воды, и просто из этого расчета сделать там, предположение, что там, влажность высокая и нужно включить вентилятор. Например, делают так, что просто если свет горит там больше 5 минут, значит в ванной пользуются водой и, соответственно, влажность высокая. То есть даже, в принципе, не обязательно там измерять. То есть такие способы получения информации с других датчиков, она тоже возможна. Интересный способ еще есть получения информации о давлении воздуха, то в целом там, конечно, можно просто купить какой-нибудь датчик Акара, там температуру, влажность, давление, и он будет показывать давление текущее. А можно фактически просто используя там внешний интернет-сервер погодный, с него получить эту информацию. И также в системе умного дома, например, Home Assistant, там тоже устроены есть уже погодные информеры, то есть он, по сути, там показывает в текущей локации давление, и нет большого смысла там покупать датчик, который это умеет делать. То есть это тоже как бы фактически является альтернативой. Например, есть еще там отдельные датчики освещенности продают, но либо может быть там, допустим, есть датчик движения Акара, в котором освещенность встроена, или датчик присутствия туя, в нем тоже датчик освещенности встроен. Но можно еще проще сделать. У меня, например, есть веб-камера. Есть их на самом деле несколько. Есть и совсем дешевые, там за 300 рублей. То есть они, в принципе, там, снимают там, в комнате, и просто по ним видно, что при съемке я делаю там кадры раз в минуту, у меня сохраняется
этот кадр в виде там, JPEG файла. И по размеру этого файла легко определить, то есть какая освещенность в комнате, даже не надо там его открывать, там, разбирать его там какими-то библиотеками, то есть можно просто там, посмотреть на размер и понять, что если он там, допустим, ну, в зависимости от сжатия, в зависимости от размера картинки, если там, допустим, 10 килобайт, значит в комнате темно, потому что за счет именно сжатия картинка, она становится очень маленького размера. Если там яркость высокая, то детализация получается выше, и, соответственно, там может быть и, допустим, 100 килобайт. И за счет этого можно легко определить, что принять, что такая-то освещенность это низкая, и значит нужно там включить свет. Если такая-то освещенность там высокая, то свет нужно выключить, то есть или не включать. То есть это тоже такой способ, как обойти, допустим, и там в системе умного дома передать информацию о том, что светло. Но можно просто по времени также отслеживать, например, что, во-первых, можно измерить там, ну, по времени определить там, какой там, день недели, и также можно понять, какая погода, и, соответственно, там, если на улице ясно, то, значит, в принципе, светло, и это лето, то там, яркость высокая. То есть, конечно, там не обязательно. Я, например, еще проще делаю, я не использую, там, например, датчик освещенности в комнате для того, чтобы управлять яркостью дашборда. Я фактически просто на основании времени и положения выключателей, то есть у меня выключатели, если там света включены, то, соответственно, в комнате определенная яркость. И неважно, какое время суток, яркость всегда будет одинакова, ну, либо не меньше. Поэтому в зависимости от этого, там, после определенного, там, если закат уже наступил, то у меня включаю там, выключателем свет, или там удаленно, неважно, выключатель все равно эту информацию передает в систему умного дома, то я понимаю, что в комнате такая-то освещенность. Все. То есть мне, в принципе, ничего больше не надо измерять. Я сразу настраиваю параметры там, подсветки дашборда так, чтобы было комфортно видно. То есть если я бы там пользовался датчиком освещенности, у меня он стоит, конечно, но, во-первых, у него идет задержка, во-вторых, он не всегда правильно видит то, что происходит. То есть его нужно правильно размещать. Например, если какой-то светильник не попадает прямо на него, то он просто не покажет эту яркость, или пыль могла на него попасть, и он будет занижать, и неправильно будет работать. То есть это тоже такой способ альтернативное получение информации в системе умного дома.